Фармакологическое действие. Трентал – препарат, улучшающий микроциркуляцию. Ангиопротектор. Тормозит агрегацию тромбоцитов и эритроцитов. Повышает их гибкость. Уменьшает вязкость крови и улучшает ее реологические свойства. Оказывает слабое миотропное, сосудорасширяющее действие. Препарат незначительно расширяет коронарные сосуды. Показания. Нарушение периферического кровообращения, атеросклеротического генеза. Диабетическая ангиопатия. Трофические нарушения, например, язвы голеней, гангрена. Нарушение мозгового кровообращения. Последствия церебрального атеросклероза, как, например, нарушение концентрации внимания, головокружение, ухудшение памяти, ишемические и постинсультные состояния, нарушение кровообращения в сетчатке и сосудистой оболочке глаза. Отосклероз – дегенеративные изменения на фоне патологии сосудов внутреннего уха и снижения слуха. Способ применения и дозы. Средняя доза препарата для приема внутрь составляет 400 мг, одна таблетка, 2-3 раза в сутки. Максимальная суточная доза – 1200 мг, 3 таблетки. Таблетки принимают целиком, не разжевывая, во время или сразу же после еды, запивая достаточным количеством воды. У пациентов с выраженными нарушениями функции почек доза может быть снижена до 400-800 мг в сутки. У пациента с печеночной недостаточностью дозу препарата подбирают индивидуально. Противопоказания. Острый инфаркт миокарда, массивное кровотечение, кровоизлияние в мозг, массивное кровоизлияние в сетчатку глаза, беременность, лактация, грудное вскармливание, детский и подростковый возраст до 18 лет, повышенная чувствительность к пентафиксилину, другим производным метилксантина или компонентам препарата, применение при беременности и кормлении грудью. Препарат противопоказан к применению при беременности. При необходимости применения препарата в период лактации следует прекратить грудное вскармливание. Особые указания. Тщательный мониторинг необходим у пациентов с выраженными нарушениями сердечного ритма, с артериальной гипертензией, нарушениями функции почек, выраженными нарушениями функции печени, риск аккумуляции и повышенный риск развития побочных эффектов, и повышенной склонностью к кровоточивости, например, при применении антикоагулянтов или при нарушениях в системе свертываемости крови, риск развития более тяжелых кровотечений. Следует соблюдать осторожность при назначении трентала пациентам с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки в анамнезе. Пациентам, недавно перенесшим оперативное вмешательство, повышен риск возникновения кровотечения, в связи с чем необходим систематический контроль уровня гемоглобина и гематокрита. Лекарственное взаимодействие. При совместном применении трентал потенцирует действие ряда антигипертензивных и гипогликемических средств, как инсулина, так и пероральных гипогликемических препаратов. Одновременный прием пентаксифилина и теофилина может привести к увеличению уровня теофилина в крови и усилению его побочных эффектов. Побочные действия. В случаях использования трентала в больших дозах могут возникнуть приливы, покраснение лица или чувство жара, нарушения со стороны пищеварительной системы, такие как чувство давления и переполнение в области желудка, тошнота, рвота, диарея. Очень редко. Нарушение ритма сердца, тахикардия. Аллергические реакции. Иногда зуд, гиперемия кожи, крапивница. Редко. Тяжелые анафилактоидные реакции с развитием ангионевротического отека, бронхоспазма и даже шока. Со стороны центральной нервной системы возможно головокружение, головная боль, возбуждение, нарушение сна. Очень редко. Случаи развития асептического менингита. Со стороны пищеварительной системы очень редко. Повышение активности печеночных трансаминаз, внутрипеченочный холестаз. Со стороны сердечно-сосудистой системы очень редко. Приступы стенокардии, тахикардия, артериальная гипертензия. Со стороны свертываемости крови очень редко. Тромбоцитопения.
У пациентов с повышенной наклонностью к кровоточивости кровотечение, например, из сосудов кожи, слизистых оболочек, желудка, кишечника. Условия хранения и срок годности. Хранить в сухом, прохладном месте. Срок годности 4 года.